Если речь заходит о хорроре, будь то игра, фильм или сериал, первое, что приходит на ум, это зомби. Эти ходячие пожиратели еще живого мяса занимают первое место по популярности в тематике ужасов. И как бы ни менялась локация и главные герои, поразить никого особо не выйдет, ведь основная суть зомби всегда одинакова. Но в этом видео я хочу рассказать вам о лучшей игре про зомби в истории индустрии. Экшен от первого лица с элементами выживания и паркура Dying Light. В переводе с азербайджанского «Умирающий свет». Игра вышла в 2015 году, целых 7 лет назад, даже почти 8. И до сих пор никто не смог сбросить ее с пьедестала лучшей игры зомби-сеттинга. Возможно, Dying Light 2, но во вторую часть я еще не играл, поэтому утверждать насчет нее не буду. А благодарны мы должны быть за этот шедевр польской компании Techland. Мое уважение полякам. Именно они создали шедевры, которые до сих пор никто не может переплюнуть. Dying Light, Ведьмак и... Хуй знает, что там еще поляки сделали, но и этих двух игр достаточно для примера. Огромный респект вам, поляки. Вы знаете толк в играх. Сюжет довольно банальный, но, как я уже сказал, в зомби-тематике поразить практически невозможно, ведь в 100% случаев зомби появляются из-за неизвестного вируса. Действия разворачиваются в вымышленном ближневосточном городе Харран, в котором и произошла вспышка этого вируса. Министерство обороны объявило карантин и оградило стеной целый город, чем обрекли на смерть всех выживших жителей Харрана. Главный герой Кайл Крейн из-за внешней стены отправляется в зараженный город. Нет, у него не поехала крыша, не спешите с выводами. Он работает на ВГМ, Всемирная гуманитарная миссия. Его задача добыть компьютерный файл с исследованиями вируса у некоего Кадыра Сулеймана, ранее местного политика, а ныне террориста, способного создать биологическое оружие. При приземлении с парашютом Кайл сразу занимает первое место среди неудачников и получает мастера спорта по фейлам, потому что его сразу чуть не отпиздили местные отморозки, потом на него налетела толпа зомби, один зомбач его даже укусил и, как следствие, заразил. Просто. Победитель по жизни. Миссия длится всего пару минут, а ему уже чуть не сломали ноги и вдобавок заразили. Благо на помощь подоспели паркурщики из башни. Это местные выжившие, которые помогают всем, кто не является отморозком, вроде тех, кто напал на Крейна. Протагониста спасают, однако из-за укуса он теперь вынужден постоянно сидеть на антизине. Препарате, который не может вылечить от вируса, но может подавлять его симптомы. Другими словами, с помощью антизина можно отсрочить неизбежное. Превращение в зомби. Пока ты его колешь, будешь адекватен. Прекратишь, превратишься в зомбача. Именно с таких неудач начинается нелегкий путь Кайла Крейна в этом аду. В геймплее есть 4 пункта, которые делают эту игру лучшей в своем роде. Первый пункт — паркур. Само его наличие в зомби-сеттинге уже является интересной изюминкой. Кроме того, он качественный. Персонаж делает то, что вы от него хотите, а не как в большинстве игр. Вы хотите прыгнуть вправо, а этот долбоеб прыгает назад из-за того, что статичная камера не приняла удовлетворительное для скрипта положение, и он ни хера не понял, чего вы от него хотите. Перепрыгивание с крыши на крышу, карабкание по зданиям и уступам, спрыгивание в кучу мусора с высоты, кувырки при падении, различные трюки и послушный персонаж, делающий то, что от него требует игрок. Все это паркур в Dying Light. Второй пункт — сражение с зомби. Во всех играх про зомби игроков пичкают кучей огнестрельного оружия. Всякие пистолеты, автоматы, винтовки, шестистволки, огнеметы, гранаты, коктейли Молотова, разные бомбы и много всего другого. Поляки сделали полностью противоположное. Нас напичкали кучей холодного оружия, а огнестрел оставили как немногочисленное дополнение арсенала. Отбиваться от толп зомби, которыми кишит город, нам придется трубами, ножами, мачете, палками, гаечными ключами, арматурами и всем, что попадется под руку. И это было правильное решение от разработчиков. Огнестрел убил бы всю здешнюю атмосферу. Именно рукопашные стычки с зомби оставляют невероятное впечатление от игры. К тому же это более реалистично. Если наступит зомби-апокалипсис, сомневаюсь, что у вас в шкафу завалялся огнемет, а потому нам и придется отбиваться от трупоедов швабрами и кидаться в них роботами-пылесосами. Кстати, оружие здесь ломается, а число ремонтов не бесконечное. Так что шастание по заброшенным домам в поиске полезных материалов и нового оружия – обязательное занятие. Третий пункт – физика этих самых сражений. Она реалистична, и это невероятно радует. Если ударить в голову, зомби пошатнется как от удара в голову. Если ударить в живот, скрутится как от удара под дых. Если ударить по ноге, подкосится нога. Если ударить по ногам несколько раз, упадет на землю. Не умрет, а упадет.
и будет пытаться встать, пока вы не вскроете ему башку ножкой от табуретки. Здесь нет такой херни, как в большинстве игр, что если вы 3 раза ударите по мизинцу на ноге, то противники погибают. Физика правдивая. И последний, 4-й пункт. Атмосфера. Techland удалось сделать то, что, по моему мнению, является самым сложным в создании игр. Они смогли сделать полное погружение в игру. Весь этот мертвый город. Ты один в полной тишине, прерывающийся только воплями мертвецов. Правильная музыка там, где надо. Даже обычное солнечное освещение здесь задает нужную атмосферу. Ты чувствуешь происходящее всем своим нутром, и складывается ощущение, что ты сам лично там бегаешь. Словами очень сложно передать эту атмосферу. Ее надо чувствовать. Поиграете, поймете, о чем я говорю. И зомби здесь именно такие, какими они должны быть. Медленные, неповоротливые. Если быстро мимо них пробежать, они даже не поймут, что ты был рядом. Конечно, в виде разнообразия тут есть здоровые зомби, быстрые, которые даже могут к вам на крышу залезть. Но они нападают только в том случае, если вы шумите, стреляете, взрываете или ломаете хрупкие деревянные стены. Их привлекает шум. Есть зомби, плюющие вас какой-то жижей, и монстры, которые взрываются, если к ним подойти. Видимо, при жизни они были мусульманами, носившими жилет и любили метро. И самые опасные твари появляются ночью. В Dying Light открытый мир, к тому же жанр выживания, так что тут есть смена времени суток. Естественно, если вы не хотите стать закуской вот этого прекрасного мужчины, то лучше до наступления темноты бежать к ближайшему убежищу и, поспав там, переждать ночь. Но основной костяк тут это кусаки, те самые правильные зомби, ими забито 80% Харана, остальные подвиды редкие. Ну и как же в открытом мире с элементами выживания и кучей оружия без системы прокачки. В основной сюжетной кампании есть 3 ветки прокачки: выживаемость, ловкость и сила. В дополнение The Following появляется еще вождение и легендарный уровень. Прокачка здесь тоже реалистичная. Что вы делаете, то и качается. Бьете зомби, качается сила. Бегаете и лазаете по крышам, качается ловкость и так далее. И при повышении уровня какой-то ветки вы можете вкачать в ней 1 перк на выбор. Ночью количество опыта удваивается, но качаться ночью, когда на охоту выходят самые опасные твари в игре или нет, решать вам. Dying Light является неоспоримым шедевром, в который обязан поиграть каждый. Эта игра настолько затягивает, что ты даже без сюжета будешь бегать по опустевшему городу и наслаждаться. Каждый пиксель этой игры отдает теплом разработчиков. Чувствуется, что ее делали с любовью. Будто они хотели не денег на ней заработать, а сами потом порубиться в нее и кайфануть чисто своей компашкой. Именно так и должны создаваться игры. К слову, в моем личном списке лучших игр DL разделяет одно место с Ведьмаком. То есть 1 место. Также я буду проходить Dying Light на стриме, так что подписывайся на канал, чтобы не пропустить кайфовую атмосферу и настоящий вызов, потому что с большой долей вероятности я буду проходить ее на высоком уровне сложности. А также поставь лайк на видео, если оно тебе понравилось и ты узнал новую для себя игру, в которой можно с кайфом провести время. Всем пока!